Вы когда-нибудь замечали, что жизнь иногда рушится не постепенно, а как будто одним ударом? Еще вчера все было понятно. Планы, отношения, работа, привычная картина мира. А потом внезапно кризис. Потеря, предательство, переезд, болезнь, страх, одиночество, война. Или, возможно, наоборот, странный внутренний зов, который невозможно объяснить логикой. В обычной психологии мы называем это кризисом личности, а в тантрической традиции шактизма это можно увидеть еще глубже, как прикосновение Махавидии. Махавидия – это не просто 10 богинь, это 10 великих знаний, 10 способов, которыми Божественная Мать разрушает наши иллюзии и возвращает нас к правде. Иногда она приходит как Кали и отнимает то, за что мы держимся мертвой хваткой. Иногда она приходит как Тара, чтобы перевести нас через внутренний океан страха. Иногда как Трипура Сундари, чтобы показать нам, что красота может быть не соблазном, а как путь к Богу. А иногда как Дхумавати, когда все внешнее исчезает, и человек впервые остается один на один с собой. Сегодня мы начнем большой разговор о 10 Махавидиях, 10 ликах Шакти, который не просто влияет на судьбу, а раскрывает, через какие испытания душа взрослеет. И сразу скажу, это не будет поверхностный список, какая богиня за что отвечает. Мы будем говорить о времени, смерти, красоте, пустоте, речи, власти, страхе, желаниях, карме, освобождении. Потому что Махавидия – это не украшение индуизма, это его огненное сердце. Санскритское слово «маха» означает «великое». Слово «видья» – знание, мудрость, постижение. Но это не знание в смысле информации. Это не то знание, которое можно просто прочитать в книге, пересказать и поставить галочку. Теперь я все поняла. Видья – это знание, которое меняет самого человека. Это знание, после которого ты уже не можешь жить, как раньше. Поэтому Махавидия – это великие знания, но каждая из них приходит своим способом. Например, Кали учит через время и разрушение, Тара – через спасение и звук, Трипура Сундари – через красоту, любовь и гармонию, Бхуванешвари – через пространство и принятие мира, Бхайрави – через внутренний огонь и дисциплину, Чинамаста – через отсечение эго, Дхумавати – через пустоту и разочарование, Багаламухи – через остановку разрушительного движения, Матанги – через речь, музыку, знания и то, что общество отвергает, Камала – через процветание, но не как жадность, а как благословение изобилия. И вот здесь важно понять, Махавидии не всегда выглядят приятно. Некоторые их образы пугают, но в тантре пугающее не всегда означает злое. Иногда пугающим кажется именно то, что освобождает. Одна из известных историй связывает появление 10 Махавидий с Сати и Шивой. Сати захотела пойти на жертвоприношение своего отца Дакши. Шива понимал, что это не просто семейное собрание, это место, где его собирались унизить, поэтому он попытался остановить Сати. Но Сати – это не просто жена Шивы, она Шакти, сама энергия мироздания. И когда Шива попытался удержать ее, Сати раскрыла свою истинную природу. Она явила 10 великих форм и окружила Шиву со всех сторон. На внешнем уровне это миф, но на внутреннем уровне это глубокая метафизика. Шива – это чистое сознание, Шакти – сила проявления. Шива без Шакти неподвижен, Шакти без Шивы не имеет центра. И когда сознание пытается ограничить энергию, энергия показывает: я не только мягкость, я не только красота, я не только твоя супруга, я время, смерть, речь, пространство, пустота, власть, знание, изобилие и освобождение. Вот почему Махавидия нельзя воспринимать как 10 разных богинь. Это 10 граней одной великой матери. Начинается все с Кали. Кали – это не просто страшная богиня. Кали связана с понятием кала, временем. А время – это всегда честно. Оно не спрашивает, готовы мы или нет. Оно забирает молодость, иллюзии, привязанность, ложные опоры,
Поэтому Кали приходит в те периоды, когда жизнь говорит человеку: ты больше не можешь держаться за старую форму. Кали – это энергия сати-сати, энергия тяжелых периодов Сатурна, энергия конца цикла, когда человек больше не может обманывать себя. О Кали, как о первой, пожалуй, самой известной из 10 Махавиди, на нашем канале есть уже отдельное видео. Там я подробно разбираю ее образ, символику, связь со временем, смертью, разрушением, иллюзией и освобождением. Поэтому, если вы хотите глубже понять, почему Кали приходит в жизнь человека и что на самом деле скрывается за ее пугающим обликом, обязательно посмотрите этот ролик. Ссылка появится в конце этого видео на экране, а также будет в описании. А мы продолжим наш путь по 10 ликам Шакти и перейдем к следующей Махавидье, к богине Таре. Если Кали – это бездна времени, то Тара – та, которая переводит через эту бездну. Само имя Тара связано с идеей перехода, спасения, переправы. Тара – это голос, который звучит во тьме. Это мантра, звук, внутреннее руководство, когда внешних опор уже нет. В жизни человека Тара проявляется тогда, когда после разрушения вдруг появляется какой-то знак свыше. Книга, учитель, молитва, нужное слово в нужное время, случайная фраза, которая спасает вас. Кали отрывает от старого берега, Тара помогает переплыть этот океан. А было ли в вашей жизни так, что в самый темный и трудный момент вдруг появлялся какой-то знак? Например, нужная книга, человек, молитва или всего какая-то одна фраза кем-то сказанная, которая помогла вам не сломаться и двигаться дальше? Возможно, именно так в вашей судьбе однажды проявилась энергия Тары. Обязательно поделитесь этой историей в комментариях. Возможно, именно через ваши слова проявится энергия богини Тары, а ваш опыт станет тем самым спасательным знаком, который поможет другому человеку пройти через эту тьму и найти путь к новому берегу. Трипура Сундари – одна из самых тонких и глубоких Махавидий. Ее имя можно понять как красавица трех миров. Но речь не о внешней красоте в обычном смысле. Трипура Сундари – это красота как порядок Вселенной. Красота как гармония, красота как состояние, когда форма больше не скрывает Бога, а начинает его выражать. Это путь Шривидья, где мир не отрицается, а освещается. Если Кали говорит «отпусти все», то Трипуре Сундари говорит «увидь божественное во всем». Рядом с ней стоит богиня Бхуванишвари, владычица миров. Бхуванишвари – это пространство. Не просто физическое пространство, а самое поле, в котором может происходить сама жизнь. Когда человеку тесно в старой роли, старых отношениях, в старом доме, в старом своем мышлении, это как раз тема Бхуванишвари. Она расширяет внутреннее пространство. Она учит не сжиматься от страха, а вместить свой опыт. Иногда человеку хватает не силы, ему не хватает именно пространства, чтобы эта сила проявилась в полной мощи. Богиня Бхайрави – это огонь духовной дисциплины. Это не мягкая мотивация из серии «полюби себя и выпей чай». Бхайрави – это когда жизнь ставит перед тобой зеркало и говорит: хватит откладывать, хватит оправдываться, хватит жить наполовину. Она связана с тапасом, внутренним жаром, аскезой, силой пройти через трудности и не развалиться. Бхайрави нужна там, где человек знает правду, но боится ей следовать. А вот богиня Чинамаста – это более радикальная форма. Ее образ шокирует. Богиня, которая отсекла себе свою голову. Но в тантре это не ужас ради ужаса. Это символ отсечения эго ума. Голова – это контроль, гордыня, бесконечный внутренний комментатор. А что обо мне подумают? А вдруг я потеряю? А вдруг меня не выберут? А вдруг я не справлюсь? Богиня Чинамаста показывает момент, когда жизненная сила больше не подчиняется страху ума. Она говорит: ты не только твоя голова, ты энергия жизни, которая течет глубже мыслей. Богиня Дхумавати – одна из самых непонятных Махавидий. Ее называют вдовой, старухой, богиней дыма, пустоты и утраты. И современному человеку она особенно неприятна, потому что наша культура боится старости, одиночества, некрасивости, бедности, паузы и тишины. Но богиня Дхумавати приходит не для наказания. Она приходит тогда, когда все сладкие иллюзии уже сгорели,
Это состояние, когда человек больше не может питаться чужим вниманием, романтическими фантазиями, надеждой на то, что все изменится само по себе. Тхумавати – это дым после пожара. Огонь уже прошел, красивой картинки больше нет. Но именно в этом дыму человек впервые может увидеть правду. А вот, например, богиня Багаламутхи – совсем другая сила. Она связана со стапханой, то есть остановкой. Это способность остановить разрушительный поток. Врага, конфликт, клевету, хаотичную речь, внутреннюю панику, навязчивую мысль. Но на глубоком уровне главный враг, которого останавливает Багаламутхи, это не внешний человек, это наш собственный язык, который нас разрушает. Наш ум, который никогда не замолкает. Наш страх, который парализует нас раньше любого противника. Багаламутхи учит. Иногда победа начинается не с действия, а с остановки. Богиня Матанги – это сила речи, музыки, знания и искусства. Но она не такая чистая и правильная, например, как классический образ Сарасвати. Матанги связана с тем, что находится на границе общества, с тем, что отвергается, но именно через это может прийти мудрость. Она особенно важна для тех, кто работает голосом, словом, музыкой, творчеством, обучением. Матанги нас спрашивает: твой голос – это просто способ нравиться людям или через него говорит твоя природа? А вот богиня Камала завершает круг Махавидий. Она похожа на Лакшми – лотос, красота, благополучие, процветание. Но в системе Махавидий богиня Камала – это не просто про деньги и удачу. Это зрелое изобилие. Изобилие после прохождения всех предыдущих уроков. Потому что если человек не прошел Кали, он будет бояться потерять богатство. Если не прошел опыт Тхумавати, он будет зависеть от внешнего комфорта. Если не прошел Матанги, он не сможет выразить свой дар. Если он не прошел через энергию Багаламутхи, его может разрушить собственные слова и страхи. Камала – это процветание, которое приходит не только как компенсация внутренней пустоты, а как естественное сияние внутренней полноты. Наверное, у вас возникает вопрос, зачем это знать современному человеку? Ну, конечно же, не для того, чтобы бояться. И не для того, чтобы играть в тантру без понимания. Энергия Махавиди помогает нам увидеть, что в жизни нет случайных состояний. Каждая из 10 этих энергий спрашивает нас: ты хочешь просто, чтобы тебе стало легче, или ты готов увидеть истину? И в этом главный секрет Махавидий. Они не всегда дают то, что просит эго, но они дают то, что нужно душе. Сегодня мы лишь приоткрыли дверь в мир 10 великих знаний, а дальше нас ждет более глубокое знакомство с каждой из Махавидий. Уже в следующем выпуске мы продолжим этот путь и будем постепенно раскрывать каждый лик Великой Шакти. Подписывайтесь на канал Индомания, если хотите идти вместе со мной глубже туда, где Индия открывается не как экзотика, а как путь к самому себе. Спасибо, что вы здесь. До новых встреч!